Одним из самых интересных мест в Астраханской области является Богдинско-Баскунчакский заповедник. Район окрестностей озера Баскунчак расположен в западной части Прикаспийской низменности на левом берегу реки Волга. Его со всех сторон окружают пустынные однообразные ландшафты. На их фоне одиноким островом в степи возвышается гора Большое Богда, а у ее подножия раскинулось белоснежное соленое озеро Баскунчак. Гора Большое Богда имеет высоту 150 метров и является высшей точкой Прикаспийской низменности. На фоне окружающих равнин, среди бескрайних полей колышущегося на ветру ковыля, она смотрится особенно эффектно. Добраться до горы можно из поселка Нижний Баскунчак, пройдя пешком около 10 километров. Вершина и склоны горы Богда усыпаны известняками триасового возраста с прекрасно сохранившимися отпечатками моллюсков, двустворок и аммонитов, ходами морских червей, отпечатками костей вымерших позвоночных, лабиринтодонтов. Также интересны поющие песчаники триасового возраста, образовавшиеся под действием ветра и издающие различные звуки, похожие на гул, вой, бормотание. Кочевые народы, проживающие на территории, всегда восхищались горой и считали, что внутри живет Святой Дух Цаган-Эбугай, приносили ему подношения. Особенно ярко выглядят восточные склоны горы Богда, которые сложены красноцветными триасовыми глинами с белыми разводами солей. Такая окраска получилась за счет большого содержания железа. Как же получилось, что триасовые породы, которым более 200 миллионов лет, оказались на поверхности? Во всем виновата соль. 260 миллионов лет назад, во времена Пермского периода, на данной территории было теплое мелкое море. Климат был жаркий, вода стала выпариваться и образовались мощные залежи соли. Затем они были перекрыты более молодыми осадками, и соль оказалась на глубине 5-6 километров. Но она обладает свойством. Под воздействием температуры и высокого давления она становится пластичной, и под тяжестью вышележащих пород соль стала выдавливаться к поверхности в виде соляных гор и гряд. По-научному они называются диапиры или соляные купола. На территории Прикаспийской низменности обнаружено более 1000 таких куполов. Они растут с разной скоростью, имеют разную высоту, некоторые из них даже достигли поверхности Земли и подняли на себе, как шапку, вышележащие слои. Такие вынесенные на верхушке соляного купола породы называются кепрок, что в переводе с английского означает «каменная шляпа». В окрестностях озера Баскунчак они представлены гипсами и ангидритами, а в районе горы Богда – триасовыми глинами, песчаниками и известняками. Само озеро Баскунчак находится на вершине соляного купола, в бесточной впадине, в которую стекают поверхностные талодождевые воды, а также ее питает 19 родников различного химического состава. Самый крупный источник – это Горькая речка. Ежегодно в озеро Баскунчак привносится до 900 тонн солей, большая часть из которых – поваренная соль, натрий хлор. Мощность поверхностной залежи соли на озере достигает 10-18 метров. И в результате добычи соли образовались выломы, заполненные водой глубиной до 8 метров. Вода в таком озере очень сильно соленая, и она может удерживать тело человека на поверхности благодаря высокой концентрации соли, как в знаменитом Мертвом море. Возможность искупаться в соляном водоеме привлекает сюда туристов из соседних регионов. Из поселка Нижний Баскунчак до пляжа можно добраться на уазиках или дойти пешком. Также на озере есть выходы лечебной грязи, которая по сути является минерализованной морской глиной. Каждые сутки родники и речки привносят в озеро более 2500 тонн солей. Особенность этого места – что соль здесь чрезвычайно чистая, на 99,8% состоящая из натрий хлор, поэтому издревле на озере добывали соль. Раньше Баскунчак называли всесоюзной солонкой, да и сейчас добыча соли России на 80% составляет Баскунчак. От 1,5 до 5 миллионов тонн в год в зависимости от потребностей страны.
Для вывоза соли была построена Баскунчакская железная дорога, также есть 3 поселка, обеспечивающие работу месторождения. В заключении рассказа хотелось бы отметить, что Богдинско-Баскунчакский заповедник является одним из интересных уголков России, и если есть такая возможность, то его стоит обязательно посетить.